Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена на канале Ведунья Вивиена. А на другом канале вышло видео о наших партнерах, о наших любимых. Посмотрите его, оно вышло очень интересное, что сейчас у человека в жизни и о чем он думает, и как он думает о вас. Неважно, в каких отношениях. А здесь, на этом канале, мы говорим о будущем, о нас, что у нас происходит, чего нам ждать. Посмотрите видео, которое было перед этим, о том, что последний шанс нам дает Вселенная на то, чтобы мы могли перепрыгнуть в этот свет. Подписывайтесь на мой телеграм, кому надо лично. Можете зайти по ссылке в группу Телеграм. Если не можете по ссылке, то вот по телефону. А также можете заказать лично и рождественские гадания, акции, а также обычные, и заказать можно и чистки, и различные ритуалы. Плюс, а потом все цифры пишите: Viber, WhatsApp, Telegram. Пишите, пожалуйста, буквы. Не забывайте, это международный формат. Плюс, потом код страны и номер телефона. То есть плюс и все цифры подряд. В России +7. В Азербайджане +994. +8. Китай. +44. Англия. Ну и так далее. Просто чтобы вы знали. А сегодня я вас благодарю за ваши, приобретаю, за ваши донаты, за ваши комментарии, за вашу активность в группе Telegram, где я даю очень много практик, и мы общаемся. Вот я всегда так вздыхаю, мне всегда говорят: чего ты все время вздыхаешь? Вот не знаю, так я вздыхаю всегда. Сегодня мы будем смотреть о будущем. Вот пришло время посмотреть, что в вашей жизни изменится в ближайший месяц. Каждый будет смотреть в разное время, в ближайший месяц. Смотрят, потому что разные люди, и мужчины, и женщины, интерпретируйте под себя, потому что это просто будут события. Я хочу взять руны еще. Руны. Что? Так, сначала посмотрим, в каком вы сейчас состоянии энергетическим. Подходит, значит, смотрим дальше. Я всегда говорю, что один расклад всегда дает больше результативности, чем по вариантам. Потому что 85% людей выбирают не тот вариант. Потому что когда идет какая-то дрожалка, слезы, ничего выбрать нельзя. Даже интуитивно это очень редко у кого получается нормально. Так, энергетически что у вас? Энергетически вы как-то внутренне готовитесь, что завтра будет лучше, чем вчера, что все придет к каким-то хорошим знаменателям. Знаете, вот какой-то радостный, вот вроде бы тяжело, чего-то там скребется внутри, все равно нет, завтра будет все равно лучше, потому что так всегда должно быть, потому что сказки всегда заканчиваются счастливо, а вся жизнь – это и есть сказки. Потому что то, что когда-то говорилось в сказках, сейчас действительность многое. Что у вас энергетически? Ну, кто-то энергетически думает о каком-то человеке, мужчине. Может быть, начальник, может, ваш возлюбленный муж. Там. Или вообще вы вот энергетически, вы сами, как железный такой, нет, холодный такой мишка, который держит тепло, такую силу. Что у вас энергетически? Знаете, вам действительно нужно обороняться и иметь силу, потому что энергетически около вас есть вампир. Вампиры могут быть очень часто близкие люди: мамы, папы, мужья и даже дети. Конечно, есть и извне люди, но около вас есть вампир, есть человек, который вам гадючничает, который забирает вашу энергию, а может и гадючничает. Энергетически что? Вы хотели бы, знаете, вы хотели бы гармонии, уюта, домашнего, чтобы пахло пирожками или плюшками, или булочками с маком. Я образно говорю, чтобы вы понимали, что у вас энергетически вас мучают какие-то вопросы, может быть, денежные, может быть, просто какие-то нужно вещи подписать,
Ну, что-то такое вас мучает, или вы получили какое-то известие из муниципальных, государственных каких-то таких органов, и это вас как-то немного мучает, потому что нужно сделать выбор. Приходится делать выбор. Вот такая у вас энергетика сейчас. Не могу сказать, что плохо. Ну и давайте смотреть у нас, что... Потом я обязательно руны посмотрю, чтобы мне не забыть. Вот так вот колоду надо так сюда положить. Что в вашей жизни изменится в ближайший месяц? Давайте мы посмотрим вот так. Что в вашей жизни уйдет и что в вашей жизни придет. Вот изменится, уйдет. Что вы уберете? Знаете, или вы уберете какую-то женщину, которая рядом с вами, подругу, еще кого-то, то есть уберете, или кого-то вы, это уйдет, какой-то, это человек, какой-то человек уйдет, или уйдет то, что, знаете, вы к чему-то стремились и поняли, что это не та цель, которую нужно было достигать. Но здесь больше уходит какая-то женщина. Да, женщина, которая мешает жить, ваше сердце плачет. Да, тут вы откинете какую-то женщину. Потому что она не дает вам жить. Может быть, то, что мы говорили вам. Так, и что вы измените, что приобретете, что ох-ох-ох-ох-ох-ох. Измените через страдания. Так, я эту женщину уберу, пусть она будет в колоде. Через страдания. Сначала будут страдания. Да, какой-то мужчина, видите, выскочил прямо с колоды. Через страдания, вот что изменится в ближайший месяц. Да, будут какие-то страдания, какие-то переживания. Потому что именно через боль, через кризис всегда происходит выздоровление. Выздоровление от болезни. Потому что когда мы страдаем, эти сущности к нам прилепляются и не дают нам дышать. И только через боль приходит истина и выздоровление. Что изменится в ближайшем месяце у вас? Вы получите какое-то известие или кто-то приедет с какой-то дальней дороги. Возможно, мужчина молодой. И вот смотрите, через какие-то страдания, через какие-то слезы вы вдруг увидите опять радость. Так вот, что было. Радость и свет. Что изменится в вашей жизни? Получение каких-то материальных средств будет. Еще какие-то деньги получите. Так, что изменится в вашей жизни? У кого-то будет действительно изменение или поездка. Кто-то и приедет, или новость дадут. А у кого-то будет изменение такое. Так, я вот эту карту первой положу. Что будет? Будет через боль, да. Колесница. То есть вам нужно будет для того, чтобы получить какое-то исполнение каких-то своих желаний или каких-то целей, то вам нужно, цели вы поменяете, вам нужно будет рисковать. Что изменится? Кто-то пойдет куда-то учиться, и вы поймете, знаете, одно. Никто ни в чем не виноват, только виновата я сама, то есть вы сами в своей жизни, за свои поступки и все прочее. Что бы ни происходило, это не извне, когда говорят, это такие правители, это такой директор сволочь, это... Нет, это все от нас. Вы могли бы не идти на это предприятие, где такой директор, и точно так же чего-то не выполнять, что вы не хотите. Поэтому приходите в Телеграм, и там у нас есть и волеизъявление, и смотрите видео здесь, вот на этом канале, по волеизъявлению, и у вас появится цель, и вы ликвидируете очень многие ненужные вещи. Что изменится в вашей жизни? У кого-то действительно прорубятся, как я говорю, способности, у кого-то они есть, и кто-то пойдет, может быть, обучаться, кто-то действительно проснутся те способности, которые были у ваших предков. Что изменится? А знаете, вы поймете одну очень интересную вещь. Дуракам всегда везет. Конечно, везение – это штука такая ненадежная. И я вам всегда говорю, говорите всегда, когда-то вот вы что-то поставили цель, и вам нужно чего-то, ну, чтобы получилось. Например, идете вы там купить страховку какую-нибудь,
и вам важно, чтобы в страховке было очень много пунктов, которые вам полезны, и чтобы это было не так, ну, по цене, чтобы вам тоже подходило. Вы идете и говорите: я всегда и во всем выигрываю. Вот выигрыш – это выигрыш, а везение – это всегда, ну вот повезло, и тогда задействованы такие низшие силы порядка, они могут забирать. Поэтому здесь вы поймете одну очень интересную вещь, что надо под дурачка косить во многих-многих ситуациях, под дурачка. И просто вот так вот улыбаться, смеяться, когда кто-то чего-то заставляет, улыбаться, а потом делать так, как вам надо. И идти своей дорогой. Что у вас изменится? Так, в этом месяце, в ближайшем месяце, возможно, будет, вот говорю, тоже через боль, будет депрессия, она будет отходить, а у кого-то может быть какой-то, ну, немножко полежите в постели с заболеваниями. Ну, оно отойдет. Что в ближайшем месяце будет? Да, вы чего-то с чем-то расстанетесь и скажете, что это все блеф. То, что вы, может, про любовь, а может быть, вообще просто скажете, это все ерунда. Вообще все это ерунда. Я здесь ни при чем, и мне это все вообще не важно. И отбросите это все, и скажете, эти цели, это мне не нужно. Это что-то такое. Что в ближайшем месяце будет? Да, здесь все-таки идет, что и через, может быть, вы обратитесь к кому-то, потому что тут идут силы, магические силы, эзотерические силы. Или вы еще, тут идет такое, что вы кого-то, кого подозревали, а может не подозревали, что этот человек чего-то на вас делает, или просто говорит какие-то плохие вещи, вы его разоблачите. Вот в этом ближайшем месяце вы его разоблачите. Почему? А знаете почему? Силой любви. Вот вышел, конечно, король кубков, может быть, через какого-то мужчину, но здесь идет больше. Вот силой любви и света вы поймете, что это самое важное в жизни, что не месть. Месть и агрессия приведут после 22 марта 23 года в никуда. Иначе, если у вас останется эта агрессия и боль, зависть какая-то, еще что-то, тогда в таком состоянии это долгое состояние, которое приведет в никуда. А здесь вам откроется именно силой любви. Почему откроются силой любви какие-то вещи? Ну, у кого-то действительно, может быть, случится и любовь, а у кого-то будет любовь. Именно люди поймут, вот что истинное. Как прекрасен мир, как прекрасно солнце. Какое сегодня замечательное море. Оно не штормит, оно не злится. И оно совсем не черное, а такое серовато-зеленовато-синее, которое приносит блага и материальные блага. Какие красивые животные, какие птицы. Вы просто это все поймете. Я сейчас вам даю как бы программу на свет и на добро. Кто-то не будет слушать. Они остаются с черными. И после 23 марта все закрутится в другую спираль. Ну, что делать? Потому что очень много людей уйдет. Останутся свет. Так. Что будет? Я вам всегда сказала в начале, что у вас будут какие-то материальные прибавки. Вот вы как-то вот все воспримете вот по-другому. Будете смотреть на жизнь по-другому, с радостью, с улыбкой и удивлением. И вдруг хлоп, вам подработка, хлоп, вам какую-то там дают премию или еще что-то. Хлоп, кто-то дал, ковернул, который уже 5-10 лет не возвращал. И у вас будет какая-то радость. Это не очень какие-то большие деньги, возможно, но вас это обрадует. Что будут, какие изменения? Ну вот еще раз говорю, вы оставите все иллюзии в прошлом. Тяжело оно будет отрываться с мясом и с кровью, с мясом прям. Какие изменения будут? Потому что перевернется полностью ваше сознание. Вот за эти полгода у людей полностью перевернется сознание. Еще много будет агрессии. И да, и у вас будет, знаете, вот радоваться тому, что по маленькому, по маленькой капле вдруг прибавляется в стакан чистая родниковая вода. И материальные блага тоже. Что еще изменится в вашей жизни? Ну, знаете, даже не буду. Я не ожидала, что выпадет императрица. Императрица.
Что изменится в вашей жизни? У кого-то действительно будет приплод, кто-то действительно выйдет замуж. Это общий расклад. А вообще сама суть императрицы – это то, что вы будете стоять во главе в своей жизни. Это вы будете давать эту жизнь себе и окружающим. Это вы будете давать эту жизнь, эту зелень. Почему здесь таких красках зеленых? Потому что это есть жизнь. И вы будете как бы управительницей своей жизни и будете давать начало для других людей. Вы императрица. Если смотрят мужчины, то у вас появляется женщина, которая дает такие вот начала. Или у вас появятся такие вот светлые эмоции, ну, я не могу сказать женственные, но да, такие светлые эмоции, которые будут двигать вашу жизнь вперед. Что еще изменится в вашей жизни? И опять отойдут, даже вот идет, что отойдут даже двое каких-то людей. Ну, у кого-то может один, но тут идет двое людей, которые из вашей жизни отойдут насовсем. Все, отодвинули и не нужны. Что еще? Да, у кого будут кредиты, тот начнет их расплачиваться, или придут действительно деньги от каких-то людей, где вы не ожидали. Так, еще идет вот что изменится в вашей жизни. В вашей жизни в ближайшее время, то есть в ближайший месяц, не надо никому ничего из своих материальных благ отдавать. Дарить и отдавать. Никто, чтобы не попросил, попросит у вас там, ой, мне до зарплаты не хватает, то еще ничего никому не давать. Все материальные блага только лично для вас. Все понятно? Понятно. Ну и что еще изменится? Да, и опять вот все равно идет, изменится то, что все иллюзии, которые у вас когда-то были, все эти розовые очки, розовые платьица и плащи, все уйдут, и вы замените этот розовый плащи и оденете, накинете защитный плащ золотой на себя, как эти золотые кубки. И что... Ой, я же хотела руны, давайте. Что все-таки вам готовит очень серьезные изменения в этом месяце? Знание, как я вам сказала. Как бы исполнение и познание урожая, ну как урожай, даже не знаю, как сейчас я соединю. И действительно, воссоединение с какими-то людьми, союзы. Как я вам сказала, что вы будете предводительницей дворянства. Это образное такое выражение. Но это будет через знания. Или вы что-то узнаете сами. Вы будете, может быть, много читать. Может быть, будете слушать каких-то учителей, которые вам будут помогать. И у вас полностью, вот как вот гром и молния, полностью изменится мировоззрение. И вы поймете, что только в радости, в благости, только вместе, только когда один другому передает эту энергию, вы будете познавать и идти вверх. Очень интересно, по рунам все вышло то же самое, что я вам сказала. Вот такие вот у нас руны. Вот такие. Пишите в комментариях «принимаю», «приобретаю». Я объясняла вам, что такое «принимаю», «приобретаю». Всех благ, радости, удачи и счастья. Я вас жду в Телеграм, мы там вместе с вами общаемся. Пока-пока, до новых встреч. А с вами была Вивьена. И посмотрите видео о шансе. В конце ролика будет на него такая как бы ссылочка вверху. Пока-пока.